Всех приветствую, друзья! На данный момент я играю уже третье КВК в сезоне завоеваний. У меня открытый Т5, я играю двумя маршами, но при этом у меня нет 15-го випа. И при виде этой картины у многих возникает вопрос, а как ты выживаешь? Ведь для многих это незыблемое правило, которое никто не желает нарушать, а именно играть на Т5 без 15-го випа категорически нельзя. И многие ставят первоначальной задачей именно достижение 15-го випа, а потом уже все остальное. Но является ли 15-й вип настолько важной целью, что перекрывает все остальное? И этот видеоролик будет посвящен разбору данного вопроса, ответ на который будет получен по ходу всего видео. Так что смотрите до конца, чтобы получить ответ на вопрос, что для фри-то-плей важнее, VIP, снаряжение или открытие Т5. Перед тем, как мы начнем этот разбор, обозначу сценарий, от которого мы будем отталкиваться. Так как данный обзор, возможно, не подойдет лоуспендерам и донатерам точно, игрокам, которые донатят в игру и, соответственно, играют в донатных королевствах, так как эти игроки и Т5 открывают раньше, и VIP и снаряга у них качаются одинаково хорошо. Этот разбор я буду вести, опираясь на опыт своей игры, и весь этот видеоролик основан на чисто моем субъективном мнении, которое не претендует на статус научно достоверного, но который может быть дополнен вашим мнением. Если у вас будут вопросы или вы захотите дополнить сказанную мной информацию, то приглашаю вас в комментарии. Вести разбор мы будем по следующему сценарию. Вы фри-то-плей игрок, играющий в королевстве без сида, а это значит надеяться на прокачку випа лишь только с помощью доната вашего альянса не приходится. И вам нужно делать выбор между тем, чтобы прокачать вип, замок и снаряжение. И все это вы по большей части качаете своими силами. И на что же лучше всего делать акцент? Для этого я разбил путь игрока на несколько частей, так как прямого ответа на вопрос не существует, а есть лишь то, что на каждом этапе вы должны делать больше всего упор на прокачку чего-то одного. У нас 5 этапов, и начнем с первого. Первый этап начинается с сезона подготовки до конца первого КВК. В этот период лучше всего будет делать приоритет на прокачку випа, и вот почему. Допустим, вам удалось попасть в топ-1 альянс, который будет захватывать проходы и другие постройки с каждой зоны, то это станет вашим основным крупным приростом гемов в начале игры. В альянсе также будет хороший донат, даже несмотря на сид, поэтому у вас будет сразу два источника, откуда будут приходить как самоцветы, так и VIP очки. Поэтому лучше всего накопленные самоцветы будут потратить на блестяшках, чтобы поднять свой VIP. Делается это для того, чтобы вы могли быстрее достичь 10-12 уровня VIP. Ведь с 10 уровня вам будет приходить одна золотая голова в день, а с 12-го 2. И чем раньше вы прокачаете VIP, тем больше сможете собрать голов для прокачки командиров. Да и в целом прирост голов у вас начнется гораздо раньше. Замок в начале игры будет требовать не так много книг соглашения, поэтому его прокачка будет зависеть от вашей активности, а не от гемов, которые вы в него вольете. И если даже вы начнете покупать книги за самоцветы, то все равно открыть Т5 не сможете из-за больших трат по ускорениям, и это будет пустой тратой самоцветов, которые не смогут принести пользу в моменте, когда это будет так необходимо. А 10 или лучше 12 вип будут приносить пользу на протяжении всей игры. Не могу сказать, что на первом КВК снаряжение не будет играть сильного значения, но так или иначе тратить самоцветы на прокрутку яйца или молотков для получения легендарки не имеет весомого смысла. На первом КВК отлично играется и синее, и фиолетовое снаряжение, а фри-то-плей игрок практически без вложения самоцветов сможет получить все чертежи на эпическое и синее снаряжение с ключей и с различных ивентов. По своему примеру могу сказать, что на первое КВК я без особого труда смог сделать полностью эпическое снаряжение и даже аксессуары для отряда, при этом имея 10 вип. Находясь не в самом донатном КД и даже в топ-1 альянс я попал не сразу. Поэтому на первом этапе лучше всего делать упор именно VIP, когда у вас будет такой большой прирост по самоцветам. Ведь спойлер, дальше VIP будет затрагиваться гораздо меньше.
Второй этап – период начала второго КВК и конец второго КВК. В этот период стоит уже задумываться о прокачке своего снаряжения и начинать активнее участвовать в ивенте Яйцо Рыцаря для получения легендарных чертежей. Ведь вы все ближе подходите к моменту, когда поле будет заполнять лишь Т5 игроки, а воевать нужно и воевать хочется хорошо. Поэтому тут вы по большей части делаете акцент на получение чертежей и создание легендарного снаряжения для своего основного марша. Но прокачку випа вы полностью не забрасываете, а просто тратите меньше, чем нужно. То есть не все 50 тысяч, а, например, 25 и 7, 11 и 11 или 7 и 7 это минимум. Про замок мы не забываем, но качаем его также пока что только своим активом, так как играя в Байсиди и получая не самый большой донат Альянса, прирост по ускорениям будет не так велик, а у вас еще куча технологий, которые нужно прокачать, и стоят они каждый раз все дороже и дороже. А еще и на войну нужно оставить, поэтому скорое открытие Т5 совершенно никаким образом себя не окупит, и вливание гемов в замок не будет иметь никакого практического смысла от слова совсем. Третий этап – период начала третьего КВК и конец третьего КВК. В этот период вы все так же делаете упор на снаряжение, так как получение и создание легендарного снаряжения не так просто, как кажется на первый взгляд. Получить снаряжение нетрудно, но совсем другое – это собрать материалы для всего этого. Поэтому так или иначе создание легендарного снаряжения для отряда займет достаточно большое количество времени. И хочу сразу предупредить, в понятие создания легендарного снаряжения ни в коем случае не входит создание легендарных аксессуаров. Стоят они очень дорого, и лучше уже сковать снаряжение на второй отряд, чем аксессуар. Создание аксессуара – это последнее, чем вы займетесь в этой игре. На третьем КВК вам будут доступны командиры сезона завоеваний, и хочу сразу предупредить, что обмен командиров начнется сразу после окончания второго сезона, так что это может немножечко изменить ваши планы по трате гемов на снаряжение, и лучше уже сохранить их для обмена. На третьем КВК поле уже практически полностью будет состоять из Т5. И чтобы как-то нивелировать вашу игру на Т4, вам как раз таки и нужно будет иметь хорошее легендарное снаряжение и хорошо прокачанных командиров. И тот факт, что в начале игры, когда у вас был хороший прирост по гемам, которые вы влили в VIP, что позволило вам взять 10-12, помогло вам скопить достаточно хорошее количество голов для прокачки командиров. Да, конечно, можно было бы и на втором этапе делать упор VIP и взять к третьему КВК 14 и получать больше золотых голов, но польза от того, что вы будете получать на одну золотую голову больше, а ваше снаряжение будет не самое лучшее, 14 VIP не будет стоить этого. И даже без 14 VIP вы сможете скопить достаточно голов, чтобы сделать одного экспертного командира и второго 3 пятерки 1 на ивенте обмена. Но то, что вы начали заниматься снаряжением уже на втором этапе, позволит вам выйти на третье КВК уже в полностью легендарном снаряжении, что в значительной степени улучшит ваши отчеты. И в этот момент, когда вы уже смогли сковать полностью легендарное снаряжение, стоит задумываться об открытии Т5 войск. Четвертый этап – период начала четвертого КВК и конец четвертого КВК. К этому моменту вы уже будете иметь один хороший марш с полностью легендарным снаряжением и 13-14 випом. И тут вам уже стоит прокладывать себе дорогу к Т5, отложить прокачку снаряжения и все так же не спеша качать VIP и делать упор на прокачку замка для дальнейшего открытия Т5. И если прекращение прокачки снаряжения можно понять, то что насчет ВИПа? Почему даже сейчас, находясь уже в сезоне завоеваний, мы снова отводим прокачку ВИПа на второй план? А все очень просто, и ответ будет в следующем этапе. Ну и что там сказано? В чем суть? Не тяните из нас жилы! Это какой-то гребаный кошмар, чтоб меня черти драли! Объясните нахрен, в чем дело! Пятый этап – период второго КВК в сезоне завоеваний и конец второго КВК в сезоне завоеваний. Тут вы сможете открыть свои Т5 войска, потратив на это немало гемов и ускорений,
но полученное будет стоить того, ведь теперь вы стали полноценной боевой единицей с хорошо прокачанным маршем и с Т5 войсками, но с 13-14 випом, и является ли это проблемой? Абсолютно и, конечно же, нет, так как вся польза 15 випа заключается в том, что он экономит вам ваши ускорения, но смысл данной экономии появляется тогда, когда вы начинаете играть 3-5 маршами. Так как вы начали играть на Т5, то отчеты ваши стали еще лучше, а соответственно и траты по ускорениям не выросли, а даже стали меньше в сравнении того, сколько вы тратили, играя на Т4 на прошлом КВК. А экономия и польза от 15 випа в полной мере раскрывается в игре с 3 и более маршами, потому что у вас просто-напросто появляется еще один отряд, который также приносит вам тяжи в больницу. И вся эта нужда в 15 випе заключается как раз таки в том, что у вас увеличивается количество маршей, которые так или иначе при любых отчетах приносят вам тяжи. Но когда у вас количество маршей не увеличилось или увеличилось незначительно, например, вы начали играть 2 маршами, но при этом выросло качество этих маршей, то ваши траты по ускорениям просто не могут стать выше, ведь Т4 юнит слабее Т5, а отчеты вы будете делать намного лучше на Т5 юните. И получается, что 15 вип не так жизненно необходим для того, чтобы комфортно чувствовать себя на поле и отыгрывать хорошо КВК. Но справедливости ради стоит отметить, что его приобретение – это один из важнейших параметров роста аккаунта и выход в совершенно другую игру. Ведь когда вы оденете свой второй марш в легендарное снаряжение, то тут стоит уже делать акцент на VIP 15, чтобы у вас был зеленый свет на дальнейшее увеличение своей армии. Ведь если вы, не получив 15 вип, продолжите наращивать марши, то точно отдалите получение 15 випа, делая снаряжение всем маршам. И ваши расходы по ускорению возрастут настолько, что создание 3-4 марша не будет себя никак окупать, так как вы практически под ноль будете уходить по ускорениям. А как уже было сказано выше, в бэшках донат не позволит вам полностью надеяться на него в плане прироста ускорений. Моя ситуация такова, что я играю уже 3-е КВК в сезоне завоеваний, доделал уже легендарное снаряжение на 2-м марше, мне осталось лишь заменить шапку. Шапка у меня по наследству перейдет на 2-й марш от 1-го марша, потому что на 1-й свой основной марш я буду делать КВК шапку. И это КВК я играю 2 маршами на Т5, точнее смешанно Т4 с Т5, и по ускорениям я не чувствую сильного напряга, лишь по ресурсам заметил сильное изменение в трате на лечение, но ресурсы это не ускорение, и для 2 маршей их в принципе можно достаточно быстро накопать. И как вы заметили, у меня нет 15 випа, но это не мешает мне играть на 2 маршах с Т5 войсками и комфортно себя чувствовать по трате по ускорениям. Сейчас, конечно же, я после того, как сделал легендарное снаряжение на 2-й марш, начал делать акцент на VIP и уже 2 блестяшки закрыл, потратив все геммы VIP. И сейчас коплю на следующие блестяшки, на которых также все буду вливать VIP. И уже после получения 15 VIP всерьез начну заниматься 3-м маршем, а пока буду улучшать свои 2 марша. Видел ваши комментарии, где вы расставили поочередность прокачки VIP, Т5 и снаряжения. И на первое место вы поставили как раз таки снаряжение, и в этом видео я также подвел доводы к тому, что именно снаряжение должно быть в приоритете прокачки у фри-то-плей игрока. Ведь именно снаряжение позволяет делать хорошие отчеты и в поле не рассыпаться вашему маршу за секунды. 2-ю позицию вы отдали ВИПу и последнее Т5 войскам. И тут можно подискутировать, так как в видео я расставил другой порядок, а именно ВИП на последнем месте, а Т5 после снаряжения. И в видео я как раз таки озвучил аргументы в пользу данной расстановки приоритета. Но хочу дополнить тем, что благодаря как раз таки Т5 вы также значительно улучшите свои отчеты, а игра на Т4 наоборот сделаете их хуже, а значит и ускорение вам придется потратить больше.
Но справедливости ради я попробую поиграть и на Т4 войсках на этом КВК и посмотреть, если действительно на Т4 можно делать хорошие отчеты, то это значит, что ваш приоритет прокачки был действительно более правильным. А на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного из жизни фри-то-плей игрока. А на этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео. Come